Жаркое солнце палило дюны пустыни, превращая песок в золотое море, лишенное признаков жизни. Именно здесь, в самом сердце одной из самых неприветливых точек планеты, группа путешественников впервые заметила странное свечение среди барханов. Все началось с простого мигания на горизонте. Свет казался холодным, почти металлическим и совершенно не похожим ни на один известный источник. Любители экстремальных туров, вооруженные только водой, компасом и картой, не ожидали наткнуться на нечто, что изменит не только их планы, но и станет сенсацией мирового масштаба. Они подходили ближе, медленно, осторожно перебираясь по зыбучим склонам. Каждый шаг сопровождался неосознанным замиранием сердца, ведь даже опытные проводники редко встречали что-то действительно необычное среди этих древних песков. Но чем ближе они подбирались, тем сильнее ощущался запах озона, а волосы на руках стояли дыбом. Место магнетило их внимание, словно невидимая сила тянула все ближе. Среди барханов обнаружился объект, который ни по форме, ни по блеску не был похож ни на одну из известных находок прошлых лет. Группа замерла у самого края углубления, там, где сияние било особенно ярко. Перед ними лежал массивный металлический цилиндр, аккуратно врезавшийся в песок. Его диаметр составлял чуть больше 3 футов, а длина превышала 16 футов. Поверхность была абсолютно гладкой, ни царапин, ни следов коррозии, никакого намека на крепление или швы. Казалось, что этот объект был выточен из цельного куска металла причудливого серебристого оттенка с едва заметным голубым отливом. Несколько магнитных компасов перестали работать в радиусе 50 футов. Стрелки хаотично вращались, не указывая ни на один из известных направлений. Когда один из путешественников осмелился дотронуться до поверхности цилиндра, он моментально отдернул руку. Металл был неожиданно холодным, намного ниже температуры окружающего воздуха, несмотря на палящее солнце. Инфракрасная камера, установленная для фиксации необычайно теплых потоков воздуха, наоборот, зафиксировала отрицательное излучение, будто оттуда исходил неведомый холод глубин космоса. Песок вокруг цилиндра был оплавлен, словно короткий гигантский взрыв вспыхнул и тут же исчез. Следов падения или пробитой почвы не обнаружилось. Это не был метеорит, даже приближенно ничего не указывало на его природное происхождение. На вершине цилиндра отчетливо светились тончайшие линии причудливых узоров, которые никто из присутствующих не смог идентифицировать. Один из местных гидов попытался сфотографировать объект, но камера выдала лишь белое пятно, будто внутренняя матрица устройства была ослеплена мощной вспышкой. Только на старом пленочном фотоаппарате проявились смутные очертания предмета. Желая проверить, насколько глубоко цилиндр врезался в песок, 2 членов экспедиции попробовали откопать основание. Но едва их лопаты коснулись слоя, как земля под ногами начала едва заметно вибрировать, а в ушах раздался низкий гул, словно кто-то играл на гигантском невидимом инструменте. Каждый шаг давался с трудом, будто магнитное поле становилось плотнее и давило на грудь. Сигнал мобильных телефонов пропал мгновенно, а радиостанции начали фоново ловить только непонятные щелкающие импульсы. Через 12 минут после первого контакта с объектом одна из участниц экспедиции вдруг почувствовала металлический вкус во рту, хотя до этого не делала ни глотка воды. Ее часы начали отсчитывать время вспять. Странные ощущения стали усиливаться у всех присутствующих. Воздух вокруг объекта дрожал, и даже камни на поверхности пустыни будто становились прозрачнее. Свет преломлялся в самых необычных углах, создавая на песке пятна радужных оттенков. Путешественники понимали, они наткнулись на нечто, для чего не было объяснений в привычных учебниках. Но еще больше их пугал тот факт, что загадочный цилиндр продолжал излучать невидимую, но очень ощутимую силу, которая словно втягивала их в собственную тайну. Не зная, что предпринять дальше, они сделали единственное логичное. Запечатлели место на видео и отправили координаты ближайшей научной станции, даже не догадываясь, насколько далеко заведет их одна сенсационная находка среди песков. И уже через сутки сюда начнут стекаться первые исследователи, протаптывая дорогу к началу цепочки событий, которые навсегда изменят представление о возможном и невозможном. Когда координаты таинственного объекта передали научной станции, реакция была мгновенной. Команда добровольцев, вооруженная базовым оборудованием, прибыла на место уже к закату. Плотный сухой воздух вибрировал вокруг цилиндра все сильнее, словно предупреждая, здесь действует чужая, незнакомая сила. Первое, что удивило исследователей, полное отсутствие радиосвязи. Рации молчали, вызывая только металлический шорох, а мобильные телефоны разряжались буквально за считанные минуты, даже если аккумулятор был полон утром. Датчики Гейгера, привезенные для измерения радиационного фона, не показали привычного возвышения уровня излучения. Однако стрелка прибора периодически скакала на максимальные значения, будто фиксируя что-то неуловимое, не гамма, не альфа, а что-то иное, не записанное в инструкциях даже для военных лабораторий. Один из исследователей, профессор Маккензи, попытался протянуть к объекту длинную стальную рулетку. Лента тут же взметнулась в воздух, будто ее потянула невидимая рука и повисла, дрожа, не касаясь поверхности.
При этом воздух над металлом начал искриться синими разрядами, похожими на миниатюрные молнии. Тогда другой участник группы, студент из технического университета, попробовал приблизиться к цилиндру с помощью зеркала, чтобы лучше разглядеть узоры на поверхности. В отражении рисунки светились неоновым светом, медленно перемещаясь и складываясь в новые, никогда ранее не встречавшиеся символы, а сам объект на секунду практически исчезал из вида, словно растворяясь среди песков. Измеряя температуру вблизи объекта, ученые столкнулись с еще одной аномалией. На дистанции около 20 футов от цилиндра приборы фиксировали понижение температуры почти до уровня ледяного минусового значения по Фаренгейту, при том, что в остальных точках пустыни жара превышала отметку в 120 градусов. Проба песка с поверхности показала, что он стал похож на странное стеклянное вещество. Его структура изменилась под действием неизвестной энергии, и он практически не пропускал свет через себя. Дальнейшие попытки анализировать объект с помощью лазерного дальномера провалились. Лучи начинали хаотично отражаться, как будто цилиндр притягивал их к себе, не давая измерить точные параметры. В то же время один из исследователей, заметив странное чувство покалывания в пальцах, снял на видео. Кожа на руках стала слегка просвечивать, а через нее виднелись вены, словно под действием ультрафиолетового свечения. Еще через несколько минут, когда они попытались окружить предмет небольшими маркерами, чтобы отследить любые перемещения, маркеры стали медленно сдвигаться по песку сами собой, образовывая сложные геометрические фигуры, которые не вписывались ни в одну известную математическую модель. Вокруг цилиндра постепенно собиралось все больше мелких животных. Жуки, скорпионы и даже небольшие грызуны будто теряли всякий страх и собирались кучками на расстоянии ровно 33 фута от объекта, как будто их удерживала невидимая граница. Некоторые из них внезапно начинали двигаться очень быстро, потом замирали, а спустя минуты исчезали из виду, словно растворялись в воздухе, оставляя после себя лишь следы на оплавленном песке. Один из исследователей заметил, что его наручные часы перестали идти по привычному времени и неожиданно начали тревожно мигать, показывая несуществующие даты и даже символы, похожие на те, что были выгравированы на поверхности цилиндра. В то же время ноутбук, подключенный к внешнему аккумулятору, за считанные секунды загрузил огромное количество новых файлов, происхождение которых нельзя было объяснить. Ни один из членов группы не открывал этих документов, а названия их представляли собой комбинации непонятных символов и чисел. Постепенно у каждого из участников группы ощущение тревоги сменялось тошнотой и легкой дезориентацией. Их речь становилась замедленной, а мысли путались. Несколько человек почувствовали легкие головные боли, а один из волонтеров внезапно потерял сознание всего на полминуты. При осмотре выяснилось, что его пульс был практически недосягаем, а дыхание казалось поверхностным, но после возвращения в сознание он вспомнил, что видел яркие вспышки света и короткие обрывки фраз на неизвестном языке. Попытки сфотографировать узоры на цилиндре снова не дали результата. Даже дорогостоящие камеры показывали на экране матовый белый прямоугольник, а записи с дронов пропадали бесследно сразу после посадки. Только старинная аудиопленка запечатлела глухой металлический гул и периодически появляющиеся щелчки, напоминающие азбуку Морзе, но при расшифровке не совпавшие ни с какими известными кодами. Вся эта череда загадочных событий показала, объект не просто пассивен, он реагирует на любые попытки контактировать с ним, а окружающее пространство подчиняется странным физическим законам. Теперь даже самые скептически настроенные исследователи вынуждены были признать, что нашли нечто, что не поддается объяснению известными науке способами. С наступлением ночи поверхность цилиндра начала излучать еле заметное голубое свечение, а песок вокруг него будто светился изнутри, привлекая внимание новых участников поисковой группы, которые уже спешили к месту находки с еще более сложным оборудованием, не подозревая, что их ждет впереди. Как только на рассвете к лагерю подъехали тяжелые внедорожники со специальной эмблемой Университета Аризоны и Лос-Аламосской лаборатории, напряжение среди волонтеров можно было ощутить буквально кожей. Впереди шли двое старших ученых, профессор Мартин Коул и доктор Сара Рикетс. За ними с кейсами следовали геофизик, биохимик и двое специалистов по радиации. Они сразу установили временный периметр, расставили высокие металлические мачты с флажками, заземлили технику и приступили к калибровке самых совершенных на тот момент приборов для анализа аномалий. Первым делом профессор Коул направил к цилиндру спектрометр. Прибор сразу показал неестественный всплеск в инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах, а дальше началось необъяснимое. Спектрограмма вместо четких линий строила волны, которые со временем словно дрожали сами по себе. Когда Сара попыталась ввести ручное измерение магнитного поля портативным анализатором, прибор буквально вылетел из ее рук на 3 фута в сторону и с хрустом замкнулся, а на экране вспыхнул синий квадрат и набор непонятных символов. Ассистенты пытались растянуть вдоль цилиндра металлизированные ленты, чтобы проверить его реакцию на электростатику, но каждая лента вытягивалась в воздух и приобретала форму дуги, зависая над поверхностью.
Вокруг цилиндра из воздуха то и дело появлялись короткие световые импульсы, напоминающие молнии, которые мгновенно исчезали, не оставляя ни запаха озона, ни следов на одежде. Тем временем биохимик доктор Дженкинс заметил, что пробирки с обычной водой, вынесенные на 20 футов ближе к объекту, мутнели за считанные секунды, а спустя минуту на дне образовывался едва уловимый серебристый осадок. Пробы грунта, взятые в радиусе 35 футов, показали полное отсутствие бактерий и любых органических остатков. Под микроскопом песок выглядел как прозрачные микросферы с блестками металла, которых не было ни в одной известной базе данных элементов. Маленькие цифровые термометры в разные моменты фиксировали разницу температур почти 45 градусов Фаренгейта между точками, разделенными всего полфута. Геофизик установил несколько сейсмодатчиков вдоль предполагаемой оси цилиндра и поймал устойчивое низкочастотное дрожание, напоминавшее работу дальнего промышленного генератора, хотя вокруг не было ни одного источника подобной мощности. Несколько датчиков зафиксировали импульсы, напоминающие короткие вспышки электромагнитного поля, словно объект пульсировал с интервалами по 38 секунд. Два специалиста по радиации развернули сразу 3 детектора. Кто-то внимательно сверял показания, кто-то снимал все на видео, чтобы потом изучить мельчайшие детали. И тут начался самый настоящий сюрприз. Уровень альфа и гамма излучения был абсолютным нулем. Однако на фоне постоянно происходили пики неизвестного излучения, которое тут же исчезало, стоило сдвинуть прибор хотя бы на дюйм. Оно словно пронизывало пространство, не задерживаясь ни на одном материале, и самое поразительное, блокировало передачу любого электронного сигнала, включая спутниковую связь. В это время один из инженеров заметил, что рядом с цилиндром батареи на приборах разряжаются намного быстрее. За 15 минут дроном успели сделать только один заход, и батарея, рассчитанная на час полета, села, не дотянув до 8 минут. Тем временем команда студентов-физиков, прибывших отдельно, расставила массивные фотоловушки и попыталась зафиксировать спектр излучения ночью. Вместо привычной картинки они получили лишь полное засвечивание пленки и набор радужных полос с незнакомыми цветами, которых не существует в стандартной видимой палитре. Одна из камер, размещенная внутри герметичного бокса, сама по себе поворачивалась на объект, несмотря на фиксированное крепление, а дисплей отображал только туманную тень вместо реального отражения. Профессор Коул решился на эксперимент. К цилиндру поднесли изолированный образец чистой меди длиной 1 фут. За 10 секунд наконечник образца потемнел, а еще через минуту буквально растворился, оставив в воздухе металлический привкус и тонкий аромат озона. Ученые тут же записали все данные, а рядом с объектом установили несколько миниатюрных радиомаяков, однако через 2 минуты сигнал исчез, а записывающее устройство перегорело без видимой на то причины. В это время колонна исследователей увеличивалась. За несколько часов приехали представители правительства и военных ведомств. Они немедленно установили мобильную лабораторию и, не снимая защитных костюмов, начали ставить датчики прямо в зоне наибольших аномалий. К вечеру уровень напряжения был таким, что даже самые спокойные из специалистов начинали нервно поглядывать на свои приборы. Некоторые отметили, что металлические предметы, такие как ключи или мелочь, притягивались к объекту с возрастающей силой при приближении, а волосы на руках и голове начинали вставать дыбом, как будто рядом находился мощный генератор. Поток световых импульсов, зафиксированный в инфракрасном диапазоне, становился все интенсивнее. Ученые отметили, что в радиусе 25 футов не работал ни один электронный прибор, а компасы и вовсе сходили с ума, показывая невозможные значения. Уже ночью, когда большинство команды ушли на отдых, круглосуточная группа заметила, что поверхность цилиндра стала покрываться странными геометрическими паттернами, светящимися синим и изумрудным светом, которые медленно меняли форму и положение, не повторяясь ни разу. В этот же момент сейсмические датчики зафиксировали короткий резонанс, будто объект ненадолго проснулся, и песок вокруг него начал быстро менять цвет с желтого на бархатно-серебряный, а потом снова принимал прежний оттенок. К рассвету следующего дня никто из присутствующих не смог найти логического объяснения ни одному из эффектов. Ни исчезновению цифровых данных, ни появлению новых файлов с непонятными символами на ноутбуках, ни странным реакциям живых существ в этой зоне. Но чем отчетливее проявлялись эти аномалии, тем сильнее становился интерес и у ученых, и у чиновников, ведь впереди их ждали последствия, которые наложат отпечаток на всю дальнейшую работу экспедиции. Экспедиция, казалось, только начала привыкать к странным физическим эффектам, как в лагере стали происходить совершенно неожиданные вещи. Едва рассвело, как один из инженеров, работавших с приборами возле цилиндра, внезапно почувствовал резкое головокружение и перестал различать очертания предметов на расстоянии вытянутой руки. Пульсирующий гул, едва слышимый всеми еще ночью, внезапно перешел в отчетливо вибрирующую дрожь, проникая в самые кости. На его лице проступили капли пота, хотя температура упала до холодного значения в 40 градусов по Фаренгейту в самом центре пустыни.
Его коллега, решив проверить состояние пострадавшего, обнаружил, что кожа на его руках приобрела металлический оттенок и была прохладной на ощупь, словно инородный материал становился частью человеческого организма. Медики немедленно эвакуировали инженера в мобильную лабораторию, но даже здесь, вдали от объекта, его пульс долгое время оставался на крайне низком уровне. Параллельно с этим у группы студентов-физиков, анализирующих структуру песка вокруг цилиндра, начались странные сбои в работе оборудования. Лабораторные весы, только что показывавшие правильный результат, вдруг стали фиксировать вес предметов в 2 раза выше или ниже ожидаемого, а линейки показывали несовпадающую длину одного и того же образца, в зависимости от положения относительно цилиндра. Эти отклонения возникали именно в моменты, когда поверхность объекта начинала излучать тусклый синий свет и исчезали так же внезапно, как и появлялись. Один из студентов заметил, что его часы не просто отсчитывают время неправильно, а начали выдавать на экране набор случайных символов, похожих на азбуку, которую никто не мог расшифровать. В зоне ближе 10 футов от объекта один из исследователей неожиданно потерял равновесие и упал на песок. Свидетели утверждали, что в этот момент его тень на бархане растянулась в несколько раз, а звук его крика словно сломался. Вместо обычного эха в лагере раздался странный металлический гул. Врач группы, пытавшийся помочь, мог ощутить, что воздух вокруг тела пострадавшего буквально дрожит, а песок под их ногами покрывается едва уловимым радужным налетом. Сам исследователь спустя минуту пришел в сознание и заявил, что видел серию быстро сменяющихся изображений. Какие-то тоннели, вспышки, фрагменты необычных символов, но не мог вспомнить ни одного подробного момента. В тот же день один из военных специалистов, отвечавших за радиосвязь, обнаружил, что его защитный костюм в нескольких местах начал покрываться ржавчиной, хотя ткань была рассчитана выдерживать любые погодные условия. Проводя стандартную проверку с помощью переносного анализатора воздуха, он зафиксировал высокий уровень какого-то неизвестного газа, неопределяемого по стандартным шкалам. Сопровождавший его техник почувствовал резкий запах озона, а волосы на его руке неожиданно окрасились в синий цвет и не возвращали свой обычный оттенок даже после тщательного мытья. Вечером, когда часть команды пыталась зафиксировать изменения электромагнитного поля, один из стационарных датчиков вдруг сработал. Прибор взорвался с сухим хлопком, а на песке осталась едва заметная черная воронка диаметром около 6 дюймов. Обломки прибора были покрыты мелкими кристаллами, похожими на серебристое стекло. Уже ночью в большом шатре у главного лагеря у 3 исследователей начались одновременные носовые кровотечения, сопровождаемые сильной мигренью. Местный врач связал эти симптомы с воздействием неизвестного излучения и экстренно изолировал пострадавших, а остальные члены группы получили приказ строго соблюдать дистанцию не меньше 35 футов от объекта. Позже ночью температура в радиусе 20 футов от цилиндра внезапно упала до заморозков, что вызвало конденсацию влаги прямо на поверхности приборов. Вода собиралась в идеально круглый слой льда толщиной в четверть дюйма и не таяла даже в момент сильного ветра. Попытки снять слой привели к тому, что лед начинал светиться слабым голубым светом, а потом полностью испарялся, оставляя металлический налет на руках. Один из сотрудников Пентагона, прибывших для оценки рисков, долгое время работал на ноутбуке в машине, внимательно отслеживая все данные с датчиков экспедиции. Через несколько часов он заметил, что на экране начали появляться дополнительные папки с непонятными именами, а сам компьютер самопроизвольно отправил на принтер длинную последовательность символов, будто кто-то управлял устройством дистанционно, пользуясь неизвестной системой команд. Наблюдатели за животными зафиксировали исчезновение почти всех мелких грызунов и насекомых в зоне объекта. Они либо пытались покинуть район, либо становились аномально спокойными, замирали на одном месте и спустя несколько минут исчезали бесследно, словно растворяясь прямо в воздухе. Только пара жуков оказалась живыми на следующий день, но их панцири были покрыты металлическим налетом, а усики и лапки слегка светились зеленым светом. В самый разгар ночи раздался аварийный сигнал. Один из исследователей, зайдя в свою палатку подготовить оборудование, обнаружил фотоленту из предыдущих экспериментов, полностью засвеченную яркими синими пятнами. Анализ этой пленки показал, что она подверглась воздействию мощного излучения, которое не фиксировалось никаким электронным прибором в лагере. В это же время один из руководителей группы внезапно сообщил о потере зрения на одном глазу. Офтальмолог экспедиции зафиксировал аномальное свечение роговицы и изменение пигментации зрачка, что ранее никогда не встречалось ни в одной медицинской практике. К утру следующего дня стало ясно. Само присутствие в лагере теперь несет серьезные риски даже самым подготовленным специалистам. От головных болей и тошноты до временной потери памяти и странных изменений в восприятии пространства – все это стало новым правилом для участников экспедиции. Несмотря на это, никто не покинул площадку, ведь теперь у каждого был личный мотив попытаться разгадать феномен, способный не только менять физику привычного мира, но и напрямую влиять на биологию человека.
Впереди группу ждали не только новые эксперименты, но и встреча с тайнами, которые могли затмить все ранее изученные аномалии пустыни. С каждым новым днем лагерь вокруг загадочного цилиндра все больше напоминал целую мини-деревню исследователей, окруженную лесом приборов и сеткой из периметровых датчиков. К утру атмосфера заметно изменилась. Военные вертолеты прочерчивали небо, сбрасывая небольшие контейнеры с новыми приборами, а группу покинули пара человек с сильными симптомами воздействия неизвестного излучения. Оставшиеся делили сутки на короткие смены, чтобы минимально находиться в опасной зоне и успевать записывать любые изменения, которые становились все страннее. В первую очередь, после ночи с понижением температуры и оседанием ледяного налета, группа археологов обнаружила в центре оплавленного песка несколько крошечных сфер диаметром не больше четверти дюйма. Под увеличением они оказались абсолютно прозрачными, но при этом весили больше обычного стекла. Биохимик попытался растворить одну из них в кислоте, но реакция так и не началась. Материал оказался полностью инертным. Еще больше насторожило другое. Магнит на проволоке, поднесенный к одной из сфер, вдруг рванулся в сторону, притянув ее с поразительной силой, хотя по всем законам хрупкое стекло не должно притягиваться к металлу. Параллельно команда геофизиков углубилась в сканирование подземного слоя. Проработав магнитометр на максимальной мощности, они неожиданно получили странную картину. Пространство под цилиндром оказалось полностью пустым на глубине около 4 футов, словно там находился тоннель или полость. Любое бурение заканчивалось тем, что инструменты либо застревали в плотном песке, либо загадочным образом разрушались. А сама скважина под действием неизвестной силы тут же заполнялась, не оставляя ни малейшего следа. В одном из случаев конец стального бура покрылся тонким слоем неизвестного сплава, который нельзя было поцарапать даже алмазным наконечником. В лабораторных контейнерах спустя сутки начали появляться новые химические соединения. Доктор Дженкинс зафиксировала неожиданный рост кристаллов прямо внутри запечатанных пробирок с пустынной водой. Кристаллы имели шестигранную форму и светились слабым синим цветом в темноте, а при соприкосновении с металлом издавали тихий гул, ощущаемый пальцами. Попытки отделить их инструментами приводили к мгновенному распаду структуры. Кристаллы рассыпались на порошок, который тут же исчезал в воздухе, не оставляя следов на приборах. На втором дне пребывания у цилиндра команда физиков предприняла попытку записать полный спектр излучения объекта с помощью нового типа датчиков. Но уже спустя минуту все приборы, настроенные на запись в ультрафиолетовой и инфракрасной областях, одновременно вышли из строя, а сохраненные файлы вместо привычных данных содержали повторяющуюся последовательность одних и тех же символов, те самые узоры, что были на поверхности цилиндра. Программисты попытались проанализировать эти коды, но каждый файл открывался только пустым окном, и ни один алгоритм дешифровки не дал результата. Тем временем медицинская бригада была вынуждена запрашивать подкрепление. Среди исследователей участились приступы сильной дезориентации, а 2 добровольцев сообщили о том, что слышали голоса, хотя все остальные были заняты технической работой далеко от них. Офтальмологи зафиксировали у одного из инженеров изменение зрачка. В центре появился темно-синий обруч, который светился при ультрафиолетовом освещении. Пациент жаловался, что цвета окружающего мира перестали быть привычными. Белый казался серебряным, а все синие оттенки воспринимались как свечение. Особенно странно было то, что после короткого отдыха подальше от объекта эти эффекты исчезали. Параллельно небольшая команда криптографов попыталась сравнить полученные с цилиндра узоры с глобальными базами древних письменностей. Почти сутки длился поиск, но лишь отдаленно схожие элементы были найдены у наскальных рисунков, обнаруженных десятилетия назад в пустынях Намибии и на территории Северной Америки. Однако ни один из археологов не рискнул утверждать, что эти символы – работа человеческих рук. Ближе к вечеру на поверхность цилиндра начали проступать новые узоры, напоминающие фрагменты сложных карт или, возможно, формул. Когда один из наблюдателей посмотрел на них сквозь специальный спектроскоп, линии внезапно слились в одну древовидную структуру, которая тут же исчезла при попытке сделать снимок. В этот же момент некоторые из приборов для измерения электромагнитных аномалий неожиданно синхронизировались между собой, показывая идеальное совпадение данных раз в 38 секунд, будто весь лагерь находился внутри гигантского генератора, управляемого невидимой силой. Один из самых неожиданных поворотов произошел ночью, когда автономная камера, установленная на беспилотнике, внезапно отключилась на секунду, а затем повторно отправила видеопоток, где на фоне цилиндра возникла неясная тень, похожая на силуэт человека. При детальном анализе выяснилось, тень повторяла движение одного из членов команды, находившегося в этот момент в лабораторном шатре на расстоянии более 50 футов от объекта. Поздней ночью в лагере распространился слабый запах сжженного металла, а одновременно с этим на металлических поверхностях палаток начала появляться тонкая сетка из синих линий, похожих на электрические дорожки. Любой, кто случайно касался этих линий, отмечал легкий разряд и едва слышимый звон в ушах.
Наутро все следы исчезли, а сами палатки выглядели как новые, но по краям песка остались едва заметные голографические переливы, которые можно было увидеть только под определенным углом. И, наконец, группа радиоинженеров обнаружила в зашумленных сигналах на коротких волнах повторяющийся код, который повторялся каждую ночь на протяжении 3 часов. Сигнал никогда не совпадал по частоте с известными источниками и, самое главное, исчезал стоило только попытаться записать его на цифровой носитель. Зато на старой пленке удавалось сохранить фрагменты из коротких серий тройных щелчков и металлического гудка, которые никто не смог дешифровать. К утру вопросы множились. Что за энергия питает этот загадочный цилиндр? Почему любые попытки изучить его только порождают новые аномалии, а контакт с объектом влияет на химию, биологию и даже восприятие реальности? И что произойдет дальше, если его тайны будут разгаданы? Или если наоборот, они останутся нераскрытыми, продолжая пробуждать аномалии среди бескрайних песков пустыни? Каждая новая находка вокруг объекта не давала ответов, только открывала еще больше неизвестных. И экспедиция, несмотря на все опасности и усталость, уже не могла остановиться.